Так, всем привет. Присоединяются. Молодцы. Всем привет, привет, привет. Я здесь, я живая, как бы. Как и обещала, выхожу в эфир, в прямой эфир. Долго у нас не было прямых эфиров, вы это знаете, помните, очень просили. Поэтому я решила, что без этого никуда, тем более у нас свободная суббота. Шумозгон закончился, первый сезон. Поэтому в 2020 я решила так символично выйти в прямой эфир. У меня здесь есть очень много ваших вопросов. Их прям очень много, но я думаю, мы с вами не будем на все отвечать, потому что это будет очень долго. Вы меня хорошо слышите, вы меня видите хорошо, картинка хорошая. Отпишитесь мне, пожалуйста. Так, давайте сейчас до 1000 добьем, и я начну отвечать на вопросы. Прямо сейчас буквально буду зачитывать и отвечать, вот как есть, выбирать самые интересные, самые такие вам нужные, то, что так часто вы спрашиваете в комментариях. Хорошо. Все, меня слышно, видно, я очень рада вас всех видеть. Спасибо, что вы зашли на прямой эфир. Давайте долго не будем болтать, 2 минуты уже поболтали. Давайте отвечать уже на вопросы. Так, первый вопрос. Услышим ли мы когда-нибудь песни, написанные самой Дианой? Честно скажу, я сейчас начала сама писать какие-то тексты, стихи. Пока что не скажу, что у меня очень хорошо получается накладывать их на какую-то мелодию, музыку, но тексты у меня выходят писать, и причем очень даже неплохо. Я очень этому рада, я очень долго к этому шла, поэтому, скорее всего, я думаю, даже в ближайшее время вы услышите мои собственные авторские песни. Естественно, это все будет делаться совместно с Брэндоном, потому что у нас очень хорошо всегда с ним все получается, очень классный коннект. Дальше. Выбор песен на Show Must Go On. Как он проходил, кто выбирал и что там, как это происходит. Смотрите, есть артист со своим мнением и видением того, с какой песней он хочет выступать в том или ином жанре. Есть целая команда людей, которые артисту в этом помогают. То есть без этих людей не было бы вот этих прекрасных номеров, прекрасных композиций, аранжировок и постановок. Смотрите, есть какие-то номера, которые, например, предлагали мне от команды НТВ White Media, люди, саунд-продюсеры, там, креативные продюсеры. Есть какие-то, которые я предлагала песни. И вот так вот мы сообща вместе с этими людьми подбирали песни. Например, «Ворону» предложила я, меня тут же поддержали. Песню «Ой, то не вечер» предложили уже мне, я поддержала. И тут как бы все это делается очень сообща. И если мне не нравится, то я не буду бить эту песню. Но команда настолько хорошая, настолько профессиональные люди этим всем занимаются там, что никогда не было такого, чтобы они предложили, и мне не понравилось. Чаще всего это всегда очень хорошо подобранные композиции под самого артиста. Я как-то, когда искала, что мне спеть в песне на свой выбор, почему-то мой выбор пал на Personal Jesus. Я когда-то слышала эту песню где-то мельком, там, буквально в интернете, что ли, натыкалась, может, в ТикТоке в рекомендациях. И вспомнила про то, что вот какая-то такая крутая песня была, и я ее нашла. То есть я не скажу, что я прям дикий фанат Depeche Mode, и слушаю прям их песни до дыр. Нет, такого нету. Просто именно сама песня меня зацепила, и я услышала, что ее можно сделать в каком-то очень хорошем виде, в прикольной аранжировке, и я это предложила тут же коллегам, своим помощникам, людям, и они уже сказали, да, это крутая идея, и мы начали вместе все это делать. Так, дальше. Да, я всегда, тут задали вопрос, пересматриваю ли я свои выступления, вижу ли я какие-то свои недочеты, и хотела бы я что-то изменить. Всегда
у всех живых людей есть какие-то недочеты, особенно мы там пели вживую в Show Must Go On, поэтому как бы все с первого дубля, все с первого раза, и времени на подготовку было не так уж и много, и все, что мы успели выжать из себя там за этот короткий промежуток времени, мы выжили и сделали все на сцене по максимуму. Конечно, сейчас я смотрю, понимаю, что там есть какие-то моменты, где я чуть-чуть не дотянула, где-то я забыла взять дыхание, возможно, где-то у меня просто волнение накрыло, и я не смогла совладать с эмоциями. Есть такие моменты, но это все настолько внутренние ощущения, что для вас, зрителей, это, возможно, не слышно, потому что мы все-таки профессиональные артисты, и мы умеем это как-то скрывать и заворачивать в красивую обложку. Но всегда есть над чем работать у любого хорошего артиста, который поет вживую. Я сохраню эфир. Тут тоже очень многие просили в комментариях. Дальше. Очень многим понравилась песня «Ворона». Это одна из любимых моих композиций на Show Must Go On для меня самой. Она была очень мне комфортная, то есть прям абсолютно под меня песня. И причем, да, предложила ее я. Так. Есть вопрос по поводу того, что Лариса Долина сказала, что я учусь у нее на 2-м курсе. К сожалению, мне кажется, это монтажер чуть-чуть не уследил, когда вырезал, и оставил вот эту часть. На самом деле там был целый диалог, и нужно было это именно в диалоге все вставить. А человек, который все это монтировал, он почему-то решил выделить именно эту часть, подумав, наверное, что я учусь у Ларисы Александровны. Но это не так. Она вообще говорила про другую девочку с Т-Супер, которая у нее учится на 2-м курсе. То есть не про меня шла речь. Я учусь в ГИТИСе на факультете эстрады на 2-м курсе. Очень многие приглашают меня в свои города на концерты. Конечно, спасибо вам большое, что вы смотрите за моим творчеством, следите, что вы меня поддерживаете, что вы слушаете мои песни. Для меня это очень важно, как для артиста. Я стараюсь ездить по разным городам, когда есть возможность, когда приглашают организаторы. В данный период времени это очень трудно, потому что пандемия и все остальное. Недавно я была в Нижнем Новгороде, это такой был выездной сольный концерт. Пока что не могу точно сказать, что в какие-то города я точно поеду. Поэтому тут как бы очень сложно ответить на вопрос, приеду ли я к вам в ваш город с сольным концертом. Возможно, да, но точно непонятно пока что. Концерты за рубежом — это, конечно, очень круто, но для этого тоже нужно, чтобы была предоставлена площадка, чтобы были хорошие проверенные организаторы, и это как минимум. А как максимум нужно, во-первых, знать язык английский, а я его знаю только на уровне школы. Пока что, мне кажется, этого недостаточно. А в ближайшее время я не собираюсь за рубеж с сольным концертом. Пока что. Ну, кто знает, кто знает. Я посмотрела «Бриллиантовую руку». Что я могу вам сказать? Мне почему-то, не скажу, что прям... Как сказать? Наверное, потому что я такой молодой человек, мне 18 лет, и мое представление о кинематографе немножечко отличается от того, что делалось раньше. Ну, потому что просто поколение такое. Мне понравилась «Бриллиантовая рука». Для того времени это было гениально, смешно, это было очень легендарно, и все эти фильмы, они очень нужны каждому человеку, чтобы любой всегда их посмотрел. Господи, что я говорю. Ну вот, да, я посмотрела, я как бы поняла, но при этом хочу сказать тем, кто говорил, что если я вот не смотрела «Бриллиантовую руку», я поэтому не смогла спеть «Помоги мне» так, как это должно быть. Нет. После того, как я посмотрела, я поняла, что я бы ничего не изменила в своем номере, потому что, ну, как-то мне просмотр этого фильма на мое исполнение никак бы не повлиял, как для артиста именно. С кем хотела бы спеть дуэтом?
Я такой человек, у меня никогда не было цели прям спеть с кем-то дуэтом. Не знаю почему, наверное, потому что у меня такой сам по себе необычный голос, и мало с кем сочетается, и очень трудно его с кем-то соединить. Ну, кто предложит, то я буду рассматривать, и тогда уже посмотрим, сделаем мы дуэт или нет. Ну, я не могу ответить, с кем бы я хотела. Ну, вот так вот, что прям цели нет, такой цели нету пока что. С новогодним поздравлением в 2021 году я сниму ролик на YouTube. Я хочу сделать какой-то такой сладенький, вкусненький, нежный кавер на какую-нибудь, возможно, новогоднюю композицию. Зарубежную или нашу, я пока что не решила. Возможно, вообще это будет новая какая-то песня, написанная Брэндоном, возможно, для меня, или мы совместно с ним напишем. Пока что не знаю, но точно что-то будет, ждите. То есть я без сюрприза вас не оставлю, потому что вы прям в этом году очень сильно постарались. Вы за меня везде голосовали, вы меня везде поддерживали, вы приходили на съемки на шоу Must Go On, вы дарите подарки на концертах, вы приходите на концерты, я очень это ценю, это, правда, очень важно для артиста, ну, прям максимально важно. Спасибо вам большое, что вы со мной, я очень вас люблю. Я такой человек, я не люблю часто говорить о своих чувствах, то есть у меня нет такой привычки, но при этом я понимаю, что вам это важно, и поэтому я редко, но метко говорю, что я вас люблю, признаюсь вам в любви. Вот, я такой человек, типа, факт обо мне. Мой любимый предмет в школе. Это была не музыка, я вам так скажу. Это была не физкультура. Вы знаете, все зависит от педагога. Я сменила где-то 4, наверное, школы за всю свою жизнь, и педагоги в школах тоже менялись, поэтому не могу сказать точно, какой предмет был любимым. Все зависит от педагога, и, например, если я в одной школе не любила русский, в другую школу перешла, там появился очень классный педагог по русскому языку, я полюбила русский, то есть тут как бы... Но я больше гуманитарий, если что. С математикой у меня очень плохо. Это прям вообще меня не спрашивайте и не пытайтесь меня этим задеть, потому что, ну, это нормально. Да, я приезжаю на частные вечеринки, корпоративы, если меня зовут за какую-то плату, естественно, это как тоже артистическая работа. Я приезжаю на корпоративы, даю там... Ну, всегда по-разному. Иногда просят спеть целый концерт, иногда просят спеть 2-3 песни, но при этом гонорар практически никак не изменяется. То есть приглашать меня можете, я с удовольствием к вам приеду на юбилей, на день рождения, на Новый год, на корпоратив какой-то. Здравствуйте, я умею так работать, и как бы, если что, зовите, я всегда рада. Кто исполнял бэк-вокал в моих выступлениях на шоу Must Go On? Опять-таки, в группе людей, которые занимались подбором песен, есть 2 человека, которые прямо усердно работали с артистами над репертуаром. И это Катя и Влад. В Вороне очень многие не поняли, как я так звучу, что когда я пою вот эту часть, когда я ее пою, там проскакивают еще низкие ноты. Но низкие ноты, естественно, пою не я, это бэк-вокал. Бэк-вокал записан Владом. Это очень хороший, разбирающийся человек в плане музыки, и он вместе с Катей, они совместно, то есть как бы встают и прям импровизируют с бэками, поэтому тут как бы... Есть моменты, когда сам Александр Степин на Personal Jesus, он, я помню, делал какие-то бэки. То есть там сборище людей. Не сказать, что прям есть какой-то один человек, который делал. Например, в «Помоги мне» лучше звучал Катин голос для бэк-вокала. В Personal Jesus Влада или Саши лучше звучал голос. Тут как бы это все творческая работа, все это со временем как бы выверяется и никак не планируется.
Что я открыла в себе, участвуя в проекте Show Must Go On? Я поняла, что я могу все, что я захочу, я смогу сделать. Я смогу и повзаимодействовать с танцорами, я смогу исполнить какие-то взрослые песни, которые там, допустим, та же песня из бриллиантовой руки «Помоги мне», она далась мне нелегко в плане актерской игры, потому что я сама это все выверяла, проверяла, как-то пыталась войти в это состояние, поэтому были такие номера, которые прям мне, честно, нелегко дались, но их можно разделить на два типа. Есть, которые дались нелегко вокально, а есть, которые дались нелегко актерски. И вот, например, «Помоги мне», очень трудно мне было себя как-то раскрепостить, чтобы показать ту пластику, которая нужна и которую от меня требовали в этой песне. Поэтому, да, я открыла в себе вот это умение взять и в один момент собраться, и что я, оказывается, могу очень многое. Поэтому, мне кажется, в будущем вы узнаете обо мне еще какие-то стороны, потому что Show Must Go On, казалось бы, 9 разных песен в разных жанрах, с разными вообще, с разным настроем и посылом. Я смогла их показать по-разному, как я считаю, и я на этом не останавливаюсь точно. Так. 3 самые любимые песни для меня из этого проекта и 3 самые сложные из Show Must Go On. Самые любимые... Так, надо вспомнить номера, их же 9, это же вообще... У меня сейчас в голове такой бардак, что вообще вы не представляете. Так, самые любимые. «Ворона». Так, любимые... Twist My Sobriety. Да, как бы это странно не звучало. И какой третий? Боже, какие там были еще номера? У меня прям вообще... Ну, пусть будет... Я забыла, реально. Ну, не знаю. Пусть будет Can't Help Falling in Love. Вот, 3 вот этих выступления. Мои самые любимые песни. А самые сложные... «Мама, я танцую». Это была самая сложная песня из всех на этом проекте, чтобы вы понимали. Выбрала ее я ее предложила, потому что я захотела поэкспериментировать. И я считаю это абсолютно круто, абсолютно нормально, что я на такое решилась, и что я такая смелая, крутая. И мне кажется, у меня получилось. Это было очень трудно. Это было максимально просто... Вот я сейчас могу наконец-таки это сказать. Но я, когда мы начали уже ее полностью прям досконально разбирать и репетировать эту песню «Мама, я танцую», я поняла, что зря я ее выбрала, потому что вокально она для меня очень сложная. И я ее, конечно, вывезла там прям максимум из себя выжила. Так, самые сложные, да. Также мне сложно было петь «Маленький принц». Сложная песня. Там есть какие-то перепады настроенческие, там есть разные голосовые приемчики, которые мне пришлось быстро освоить, чтобы взять те или иные ноты. И давайте... Да, «Помоги мне». 3-й будет самый сложный «Помоги мне», потому что в пластике мне было очень трудно вот как-то взять и соединить это все с голосом. Потому что там меня и на руки поднимали, и мне надо было крутиться. Этого, кстати, не показали, но у меня там в одном месте прям... Мне надо было вот так вот крутиться по парням, ну, по балету. И, то есть, я там чуть не упала просто. Хорошо, что этого не показали. Но вот есть такие моменты. Это было очень сложно, но я справилась. Слава богу. Новогоднего Show Must Go On, как я понимаю, в этом году не будет, потому что, ну, меня не приглашали. А я, как вы понимаете, я победитель, скорее всего, меня должны были бы пригласить. Еще спрашивали по поводу других новогодних каких-то, возможно, мероприятий, «Голубой огонек», «Новогодняя маска». Нет, я нигде не участвую, и я
я правда не участвую в «Маске», я правда не участвую там в «Голубом огоньке» или в каких-то еще проектах. Я не знаю, почему так происходит, не знаю. В принципе, я и в шоу «Must Go On» очень хорошо много себя показала. Мне кажется, в следующем году пригласят, потому что в один год нельзя в 2 проектах на одном канале участвовать. Вот есть такие прикольчики. Мой альбом выйдет, презентация будет 8 декабря. Уже билеты раскуплены, насколько я помню. Его можно будет послушать на всех цифровых площадках. Поэтому просто ждите 8 декабря и все. На концертах я буду постепенно вставлять песни «Show Must Go On». В Москве в Меридиане я попробовала спеть 6, что ли, песен из «Show Must Go On», или 5. Поняла, что это было очень трудно, потому что каждая песня, она конкурсная, то есть она сделана именно на один вечер, на один раз спеть эту песню, а не в концерт, и не было времени так прям все досконально подготовить, поэтому это было очень трудно. И в Нижний Новгород я уже поехала с 2 песнями из «Show Must Go On», я каждый концерт буду прибавлять по песне, и это как бы очень удобно, и оно со временем как раз само будет впиваться. И все. Да, я буду петь песни «Show Must Go On», и это супер. Я со всех проектов всегда пою песни на своих сольных концертах. Потому что вы их ждете, естественно, это классные песни, классные номера и хорошо сделанные, отработанные композиции. Да, мне очень понравилось участвовать в шоу. Я поняла, что это прям мое, вот такие масштабные мероприятия. Это прям реально как праздник был в моей жизни. Я очень скучаю по проекту, по ребятам, по команде, вообще по людям, которые со мной там работали, по этой атмосфере. Я очень скучаю, правда. Я такой человек очень привязчивый. То есть, можно так сказать? Ладно. Я очень привязываюсь всегда к людям, и поэтому для меня это, конечно, был стресс, когда мы закончили съемку, и я реально плакала. У нас финал снялся 25 сентября. Снялся. Есть такое слово? Боже, у меня сегодня, конечно, я не знаю, то ли Меркурий там где-то не там стоит, но с русским языком что-то тоже все плохо. Ну, бывает. Когда прошли съемки финала, я весь день плакала просто. Вы не представляете, как мне было плохо без ребят, без вот этого всего. Дальше. Какие оценки были в школе? Я была не была отличницей. Я была хорошистка. Иногда были моменты, когда по каким-то предметам иногда, прям очень редко, учителя ставили 3 даже. Но это все быстро исправлялось, и там чаще всего была проблема не во мне. Да, как бы такое белая ворона и все такое. Ну, хорошистка, да. Стримы на канале в Ютубе. Очень многие хотят онлайн-концерт, чтобы я организовала и все такое. Это очень трудно. Во-первых, нужно очень много финансов. Нужны люди, которые в этом всем разбираются, понимают. Это пока что я не могу себе этого позволить, правда. Вот. Поэтому очень хотелось бы, конечно, и клипы снимать, и песни хитовые вообще выпускать, и везде это все рекламировать, размещать. Но все упирается в финансы всегда, к сожалению. Еще вопрос по поводу того, что в Twisted My Sobriety и вообще всегда, когда я взаимодействую с танцорами, некоторые почему-то видели во мне какое-то стеснение. Мне кажется, вы это придумали себе, потому что такого не было. Стеснение было на первой репетиции, когда мне сказали, что знаешь, вот здесь тебе нужно будет там его погладить, вот здесь нужно будет в обнимку постоять. Для меня это было, конечно, такое, типа, что? Но потом, как бы, я поняла, что я артист, я актриса, и, ну, быстро это все приняла, и все. Поэтому нет, никакого стеснения не было на сцене.
Я абсолютно кайфовала от процесса, и никак эти танцоры меня не смущали, не зажимали, я не была в шоке, я была ко всему готова абсолютно, и, ну, как бы, мне 18, и такие номера уже можно делать. Причем ничего такого там не делалось. То есть я там с голым задом не скакала, я не знаю. Ну, типа, ничего такого запрещенного там не делалось. Это было просто очень вкусно и эстетически хорошо сделано. Вот и все. Смотрю ли я реакции на мои выступления? Я смотрю почти все реакции. У меня всегда в рекомендациях в Ютубе они сразу выскакивают, я тут же смотрю. Мне всегда это очень интересно. Всегда забавляют вот эти лица, когда, например, я пою Can't Help Falling in Love, и человек сидит, и в один момент я вижу, что он сначала удивился от высокой ноты, а потом я тут же пою на полной опоре низкие ноты, и его второй раз просто вштырила, и я такая... Ну, это смешно, конечно, смотреть, как люди удивляются, это очень интересно всегда, поэтому я смотрю всегда все реакции. Вот буквально, вот прям. И мама мне всегда присылает, и мой директор, мы все это очень любим, поэтому продолжайте реакционировать. Реакционировать, можно так сказать? Реагировать, вот, все, до свидания. Диана, в финале ты призналась в любви к Цою, но при этом поставила ему 6 баллов. Почему? Неужели за все шоу ты дала ему только 6-е место? Ребятки, здесь очень много, я перечитывала вопросы, здесь очень много вопросов по поводу того, почему я тому или иному артисту ставила те или иные оценки. Во-первых, я призналась в любви Цою, да, это так и есть. Я люблю его как человека, как артиста. То есть, во-первых, я это сказала, чтобы как-то, ну, не знаю, внести какую-нибудь перчинку в шоу. Ну, мы же все-таки должны как-то вас чем-то заинтересовывать. Но это было реально от чистого сердца сказано, потому что он правда классный. 6 баллов я тогда поставила, потому что в сравнении с другими номерами, и его другими номерами, и в сравнении с другими номерами других артистов в этом съемочном дне, мне показалось, что вот именно 6-е. Но это абсолютно субъективное мнение, и там очень часто это все выставлялось наобум, я вот честно вам скажу. То есть, если бы вы сели на это место, и к 3-й программе вам бы стало просто уже скучно, вам бы стало просто уже, вам бы надоело все вот это вот прям сидеть и выверять, а кому же поставить 2, а кому 9, потому что это нереально. Чаще всего у всех артистов классные номера, и как поставить ему 2, когда он спел сегодня офигенно, но при этом там Кирилл тот же самый, или там Юля Паршута спели тоже офигенно. И ты как бы не понимаешь, что ставить. Тут такое замешательство, понимаете? Поэтому эти оценки не значат ничего. Вот я вот вам так скажу. Поэтому не принимайте, пожалуйста, это близко к сердцу. Все вот эти вот фанаты Толи, фанаты Славы, фанаты Марка... Это, конечно, это трындец, потому что, я не знаю, женская публика, она такая ревнивая. Я не понимаю, почему. Может, такая особенность у нас у женщин. Ну, просто вот, например, у той же Юлечки Паршуты, там у нее фанаты так озлобленно ко мне не относятся. Ну, не ругают меня за какие-то оценки. То есть чаще всего вот именно фанаты мужской стороны так остро реагируют. Это, конечно, очень, ну, я не знаю. Иногда забавит, иногда это даже страшно, потому что женщина может сделать просто все в таком состоянии. Поэтому следите, пожалуйста, за собой, потому что, ну, это правда очень страшно иногда бывает. Так, дальше смотрим. Почему я не подписываю контракты? Контракты предлагаются, и я это все как бы рассматриваю. Но это все внутренняя кухня, я не могу это все раскрывать, естественно. Просто чаще всего понимаю, что условия тех или иных контрактов мне не подходят,
и поэтому я надеюсь на то, что появится другой какой-то человек, который там, возможно, как-то поможет и с более комфортными условиями для меня, как для артиста. Макс Фадеев никак не отреагировал на свою песню «Ворону», по крайней мере, если я отреагировал, то я не в курсе. Вот, ну, песня классная, и номер классный, поэтому все. Спасибо за теплые слова, за слова поддержки, очень много таких комментариев. Спасибо вам большое. Я общаюсь со всеми ребятами с проекта. Ребятами, я их так называю, да. Я ко всем на «ты», потому что до съемок я спрашивала там, а можно на «ты?» Я как бы смотрю по человеку, готов он к тому, чтобы я называла его на «ты» или нет. И там все такие классные, что слава богу, что всех можно называть на «ты». И поэтому тут как бы очень комфортная была обстановка на самом деле на проекте. На сердечном фронте ничего не происходит. Я занимаюсь карьерой, мне пока что это все не нужно. То есть, если оно появится, я уже говорила, вот недавно у меня вышло интервью, что, слава богу, если оно появится, да, окей, но не так, чтобы я прям сильно искала кого-то, желала и так далее. Пока что у меня карьера в приоритете. Так. Да, ну это тут мы закончили. Я пела песни Cher, я пела Strong Enough. Сложно мне далась тогда эта песня, но, честно скажу, меня не привлекает ее репертуар. Я не знаю почему. Очень многие меня с ней сравнивают. Какие-то сравнения, вот эти подколы даже иногда бывают. Мне это, ну, честно, не очень нравится. Ну, как-то я нейтрально к этому отношусь. Ну, у меня нет желания просто исполнять какие-то песни Cher. Ну, не знаю, ну вот какой-то... Я попробовала один раз, и мне, честно, не зашло самой, вот как артистке, по душе. Поэтому вот так. Считаю ли я себя артистом, который может выступать с живыми музыкантами на концертах и делать какие-то шоу с музыкальными программами и все такое? Да, конечно. По шоу «Мозгом», мне кажется, было видно, что это все мне идет, что я со всем этим могу совладать, что живые музыканты — это вообще не проблема в плане исполнения. Но это все стоит денег, поэтому, друзья, привет. Поэтому тут как бы единственный ответ, что я бы очень хотела, естественно, в будущем использовать живые инструменты, каких-то танцоров, возможно, тоже, прям делать какую-то шоу-программу. Это все очень круто, все классно, но пока что не могу себе этого позволить. Да, я изучаю иностранные языки, я учу английский, вот, учу английский, это все. И знаю я только русский и английский на уровне школы, вот так. Так. Спасибо за то, что вы отмечаете моих друзей, коллег тоже в комментариях, потому что очень многие говорят, что там Диана лучше, типа Диана самая лучшая. Это же неуважение тоже к другим артистам. И я очень люблю вот те комментарии, когда пишут, что, вы знаете, я пришла посмотреть на Диану в этом проекте, а поняла, что все очень классные, и мне все очень понравились. То есть тут тоже идет какая-то поддержка других артистов, и спасибо вам большое за это, потому что, ну, это более уважительно, и это более корректно все-таки звучит, нежели когда вы подставляете меня и пишете, что я там круче всех, все там где-то там, а я вот такая вот звезда. Ну нет, ну не надо так. Вот, поэтому все здраво мыслим и все любим людей. Вот. Мы все любим людей.
когда я выступаю, я как будто бы вхожу в какой-то транс. Это правда. То есть у меня по ощущениям, вот представим, Personal Jesus. Это был финал, это было последнее выступление, я там просто для себя решила, что нужно прям отдаться полностью, потому что больше я на эту сцену, скорее всего, не выйду. И, естественно, вот я вышла, я встала, все, камера-мотор, начались съемки, и я отключилась. И включилась только, когда села в кресло после выступления. То есть все это время, пока я стояла на сцене, я была как в каком-то трансе. Я не помню ничего, что я делала. Я не помню, как я смотрела. Я не помню, как я двигалась, что я отвечала на вопросы, когда шло обсуждение. Это такое вот какое-то состояние погружения максимального в песню. И у меня это всегда, честно вам скажу, у меня всегда это так происходит. Иногда, даже часто, после таких моментов трудно бывает вообще вернуться в нормальное состояние, потому что выдаешь просто всю свою энергетику, которая у тебя есть внутри. И иногда бывает, когда зритель не хочет ее отдавать взамен, и обмена не происходит, и тогда вообще, конечно, трудно восстанавливаться. Но у меня, например, на концертах никогда такого не происходит. Вы всегда такие добрые, всегда отдаете просто всю свою энергию. Тоже спасибо вам за это большое. За то, что вы такие активные. Спасибо. Как внутренне реагируешь на многочисленные комментарии, что ты уникальна, лучший голос в мире, чувство гордости, радости, смущения или что-то другое? Каково это быть по-настоящему не такой, как все? Когда мне это говорили в 14 лет, когда я пришла на голос, когда я пришла на «Ты супер», для меня это звучало... Я не осознавала, что это правда, что люди мне не льстят, там, возможно, и как-то. То есть я относилась с очень большим уважением и отношусь, естественно. И у меня было такое я? Это про меня? То есть удивление. Сейчас, со временем, я уже просто привыкла, я уже осознаю то, что я необычный вокалист, у меня необычный тембр, я знаю себе цену, я знаю, что я могу, что я делаю правильно, что неправильно. И поэтому, когда меня хвалят, я просто всегда благодарю людей, потому что они уделяют мне свое время, они отдают мне иногда частичку своей души в этих хороших словах. Поэтому всегда благодарю, но нету такого, чтобы я там прям как-то смущалась сильно, или у меня прям сильная гордость, какая-то гордыня была этим. Нет, просто принимаю действительность такой, какая она есть. Да, я вот такая. Это... Для меня это уже просто нормально стало. Поэтому спасибо вам, что вы так реагируете. Это, конечно, круто. Круто, что я могу людям дарить такие эмоции. Мне кажется, это прям вообще лучшее ощущение в мире. Так. Ерехонская труба, вот эта шутка. Да, конечно. Я очень юмористичный человек, и я никогда не реагирую на какие-то хейтерские комментарии, возможно, как это назвать. Я реагирую только, чтобы посмеяться и рассмешить вас. И научить вас такому же отношению к этому всему. Что никогда не нужно смотреть на это с каким-то серьезным взглядом, а относиться к этому более просто и легко. Мой любимый цвет красный. Любимые цветы тюльпаны. Тюльпаны, да. Маленькие розочки тоже прикольные. Какие-то маленькие садовые розочки, я не знаю. Такое... Вообще, на самом деле, я не привереда во всем этом. У меня нет такого, чтобы я прям ненавижу там какие-то цветы, нет такого. Женщина задала вопрос, она была на концерте в Нижнем Новгороде. Или мужчина. Слушайте, я, честно... Ладно, неважно, тут непонятно просто. Вживую все очень круто звучит, спасибо, слова благодарности, спасибо вам за это. Почему я не спела песню из первого выпуска «Show Must Go On»?
мне не разрешают ее исполнять, возможно, человек подумал. Нет, она очень сложная вокально, то есть к ней, чтобы ее спеть одну, да, конечно, там, можно сказать, даже легко иногда бывает, но в концерте очень трудно. Именно в скупе со всеми песнями. У меня репертуар очень трудный, очень сложный, и всегда конкурсный, так как я участвую в проектах. А проекты всегда очень вокальные, естественно. Поэтому я ее не спела только потому, что она просто не вписывалась в тот момент, в мои энергетические рамки, как это сказать. То есть я просто была не в том состоянии, чтобы ее спеть тогда. Официальные минуса всех песен, они не выпускаются, это как бы... Это все пишется и выкупается проектом, телеканалом, поэтому за это дают штрафы очень большие, если куда-то я их размещу, эти минуса, конечно же, нет. Ну, то есть, минусов в интернете не будет. От меня так точно. Как вы держали эмоции после финала в секрете, в промежутке между съемкой и трансляцией? Ведь вы все знали, а молчали. Трудно? Нет, не трудно. Потому что я участвовала уже в 4-м проекте своей жизни, и в 2 предыдущих я также победила. И, естественно, съемки шли намного раньше, чем то, как это транслировалось. Для меня это просто уже нормально. И я такой человек, я умею хранить секреты. И меня как ни расспрашивай, я не выдам никакую информацию, пока там не будет разрешено и еще что-то. Вот, тоже факт обо мне. Я не знала лично никого из участников проекта Show Must Go On. То есть я знала их как артистов, но лично ни с кем не была знакома. Вот, это тоже такой прикол. Помимо вокала я играю на инструментах, на фортепиано 7 классов закончила музыкальной школы. Сама решила научиться играть на укулеле, для себя вот чисто подыгрывать. Мне очень нравится этот инструмент. Люблю все, что связано с творчеством, все, что связано с руками. Это все про меня, готовка, там, я не знаю, что-то клеить, рисовать, вязать. Ну, такое все очень творческое. Возможно, даже что-то строить, не знаю. Я не могу выделить какой-то номер и какой-то образ, который мне больше всего понравился на проекте Show Must Go On. Потому что, например, мне очень понравился образ, который мне сделали в «Помоги мне». Правда, вот это каре, оно мне очень идет, и это прям очень подходило по стилистике песни. Но при этом мне очень нравится, как мне убрали челку в Personal Jesus, и очень нравится, как мне оставили челку в Вороне. И тут как бы мне нравится все, что мне там делали, я все одобряла. То есть, как можно так сказать, боже, что сегодня у меня с головой? Меня спрашивали, то есть, хочешь ли ты убирать челку, хочешь ли ты оставить хвост, или тебе что-то сделать еще. И это все обговаривалось. Естественно, никто просто не взял и такой: молчи, мы убираем тебе челку, и неважно, что ты думаешь. Нет, потому что я должна комфортно себя ощущать, и я же все-таки артист, я пою на сцене, я в тот момент главная, и если мне будет некомфортно, я не смогу максимально выложиться в номере. 8 декабря состоится презентация альбома, вся информация на сайте, на моем сайте, поэтому заходите и смотрите информацию. Мне просто здесь тоже написали красным, чтобы я не забыла сказать это. Ближайший концерт в Москве 8 декабря, презентация. Там еще какие-то концерты, но пока что тоже непонятно, точно ли они состоятся. Очень многие предлагают какие-то песни от себя, в плане каверы сделать на какие-то другие песни. Я смотрю, но чаще всего все-таки выбираю то, что нравится мне. Вот. И если вы, например, увидели, что я спела какую-то песню, которую вы предлагали, возможно, это благодаря вам. Какие были
предложение от вокальных преподавателей на проекте по голосу. Может, по желанию, чтобы угодить публике, которая любит вашу фирменную манеру. Было бы интересно узнать правду, чтобы споры утихли. Заранее спасибо. Там кто-то спорит, что меня заставляют так петь, вот так вот глубить голос и все такое. На проекте я по большей части работала со своим педагогом, с Александрой, именно технически, вокально. И все, что я пела, меня никто не заставлял. Есть какие-то фишки, которые я сама придумывала, которые просто уже утверждали. Но заставлять — это такой бред, честно вам скажу. Типа, как? Меня заставить что-то сделать? Чувачки, нет, так не подходит. Не-не-не. И да, у меня очень хорошая мимика. Очень многие заметили, что когда мне убрали челку, мои брови жили просто своей жизнью. Оказывается, они есть, и оказывается, они там как-то действуют. Я это не контролирую, и когда я смотрела тоже выпуски «Ой, то не вечер» и «Personal Jesus» без челки, ну это, конечно, так смешно. Брови просто реально живут своей жизнью. Но они есть, они живые, и как бы... По вопросу про челку. Также очень многие задают этот вопрос, уберешь ли ты челку, в итоге понравилось ли тебе. Да мне нравится, как я выгляжу и с челкой, и без челки. А пока что мне комфортнее с челкой, и если я захочу ее убрать, мне кажется, я буду это делать постепенно, возможно, как-то буду ее видоизменять, но пока что я к этому не готова точно. Так. Чем отличались требования на «Ты супер» и на «Show Must Go On»? Или не отличались? Как происходил выбор номинаций и песен для других участников? Расскажи, если знаешь. Спасибо. Для других участников как происходил выбор, я не знаю. Ну, так же, то есть человек предлагал, ему предлагали, и они там это все решали. Это все одинаково у всех происходит. По поводу, чем отличается «Ты супер» и «Show Must Go On»? По требованиям. Там на «Ты супер» ко мне относились как к ребенку, и там чаще всего это как бы было такое, что я была тогда еще не настолько профессиональный артист, и сейчас я не прям сказать, чтобы я прям крутая, но уже что-то понимаю. И там просто иногда заставляли петь то, что правда прозвучит круто, а я просто как ребенок, я тогда не понимала, что это правда будет забумбезно звучать, и показывала какие-то свои рога. Я коза овца по году, поэтому бывает. На «Шоу Must Go On» такого не было, потому что я уже выросла, и ко мне относились реально как к артисту, прям как к состоявшемуся артисту, за что огромное спасибо вообще этим людям. Так. В чем смысл жизни и являешься ли ты сторонником каких-либо религий? Я христианка, я ношу я ношу крестик, у меня есть кольцо «Спаси, сохрани», браслет «Спаси, сохрани», то есть я по религии христианка. В чем смысл жизни? Смысл жизни, господи, это такой вопрос, конечно, тоже очень трудный. На разных этапах жизни я бы, наверное, ответила по-разному, но сейчас, мне кажется, это делать то, что тебе в удовольствие. Мне кажется, это смысл жизни такой. Просто кайфовать от жизни. Чтобы не существовать, а проживать каждое мгновение, каждый миг в удовольствие. Мне кажется, это прям... Все должны это уметь. Мало кто так умеет, к сожалению. Но я стремлюсь вот к тому, чтобы вот так вот проживать свою жизнь. Я бы очень хотела попробовать себя в озвучке, мне это очень интересно, правда. Я понимаю, что у меня это есть, и я умею изменять голоса, я также это говорила в недавнем интервью. Пока что просто не приглашают ничего озвучивать, к сожалению.
Но я надеюсь, что будут приглашать, и будут приглашать на какие-то актерские работы, играть какие-то роли. У меня это получается, и в ГИТИСе у меня тоже есть какие-то продвижения, меня хвалят мастера, поэтому, ну да, я бы очень хотела, естественно. Как предложат, мне кажется, я сразу соглашусь, не думая. Так, вы знаете... Да, очень много предлагается еще своего авторского материала от вас. Нам на почту приходят песни, мы все это слушаем. Есть какие-то песни, которые сейчас в разработке от других людей именно с интернета, то есть не с моей команды. Но это просто ждите, в ближайшее время вот выйдет альбом, после альбома уже будем работать над этими песнями. То есть я никогда не отставляю и всегда слушаю то, что вы присылаете, потому что там иногда бывает что-то, правда, классное. Редко, конечно, к сожалению, тоже, но бывает. Есть за что зацепиться. Продолжайте в том же духе. Спасибо вам большое. Вы знаете, в принципе, все. Я ответила на вопросы, которые здесь были заданы. Возможно, есть какие-то вопросы у вас сейчас. Задавайте. У меня со всеми очень хорошие отношения с проекта, правда. Я крашусь сама, спасибо за комплимент. Чаще всего я, правда, крашусь сама, и недавно я приходила тоже на какую-то съемку, и там, оказывается, был гример, и она ко мне подошла, я уже накрасилась, и она подошла и такая: а где вы накрасились? Я говорю: да сама. А, вы сами? А это типа, а где вы учились? Я говорю: да нигде, сама. Как-то так. Руки из плеч. Привет. Нет, зрение у меня не сильно плохое. И вот, кстати, за зрение заговорили. Я взяла по своей дурости, положила очки в сумку один раз. Поносила их так день, достала и поняла, что они полностью у меня просто все. Им трындец. Я осталась без очков. Но они просто все поцарапались. Нет, у меня не сказать, что прям плохое зрение. Я не очень помню, какое оно. Но не такое, ну какое-то такое. Ну, типа, я могу без очков ходить и хожу нормально, я не ношу линзы. Но осталась я без очков, конечно. Да, бывает такое. Про дуэт я уже отвечала, что если предложат, я буду рассматривать, и, возможно, да. Но такого желания прям пока что нету. С кем-то именно конкретным. Нет, вы вот здесь не правы. Человек написал про микрофон. У меня Шур, только потому, что чаще всего на проектах мне тоже дают Шур. В Sennheiser я, по крайней мере, на проектах, если и пела, то, ну, это было там раз-два, возможно. Я человек, который, ну, просто не может разбираться во всем. И я не могу сказать, какой у меня любимый микрофон, в какой микрофон я лучше звучу, потому что, ну, как-то вот в Шур мне понравилось, как я звучу. Вот мы взяли себе два Шура, два микрофона Шур, Бету и СМ. Пока что комфортно, пока что пойдет нормально. Ну, такие классические микрофоны, то есть, ну, неплохие. Кстати, очень много, что у меня есть, оно есть благодаря вам. И я всегда думаю вот о том, а как вот люди
могут отдать просто самое свое последнее от чистого сердца какому-то незнакомому человеку с телевизора, и я очень это ценю, правда. Очень много что у меня вот есть, разные компьютеры, какое-то оборудование. Это все благодаря вам. И поэтому огромное вам спасибо, это правда очень важно. И на данном этапе, ну, без этого я бы просто не знаю, что бы я делала. Почему у меня нет на других каналах ТВ? Я не знаю. Ну, наверное, потому что не приглашают. Ну, не знаю. Может, в ближайшее время буду. Ну, откуда же я могу знать ответ на эти вопросы? Да, я смотрела шоу «Маска», но смотрела уже в записи в Ютубе, то есть не по телевизору. Поэтому я ни за кого не болела, я просто смотрела и смотрела. Пыталась кого-то угадать, смотрела номера. Сейчас понимаю, что это все очень интересно. Это правда очень круто. И я нет, ни за кого не болела, просто там восхищалась крокодилом, львом в то же время. Правда. У каждого есть своя изюминка, и пока что там не было таких вот плохих каких-то артистов. И вообще я плохих артистов не наблюдаю на НТВ. На НТВ очень часто, чаще всего, почти всегда достойные прям реально артисты. В этом плане White Media прям рулит. Так, на «Ну-ка все вместе» я не пойду. Ну, мне это уже не интересно, такой формат. Необходимость охраны. Так, водительские права. Водительские права пока что я об этом не думаю, у меня нет ни машины, ни желания пока что учиться на водительские права. По поводу охраны. Иногда бывают моменты, когда охрана нужна, но я также не могу ее позволить. У меня есть Лёша, Дима, какие-то мои родственники, которые меня где-то как-то оберегают, защищают, помогают, но нет, ну так, чтобы прям задуматься об охране, нет, такого не было. Так, привет маме. Я сегодня буквально записала 2 поздравления для людей из директа, которые мне писали, что там у них мама или папа, там дедушка очень любят мое творчество, у них будет там юбилей, у кого-то там просто день рождения. И я всегда с удовольствием, если натыкаюсь на такие сообщения, всегда с удовольствием записываю, поэтому обращайтесь, я никогда не против. Всегда подходите фотографироваться, никогда не делайте это из-под тишка. Это правда очень неприятно, когда ты сидишь в метро, перед тобой там сидит женщина или мужчина, и они стараются тебя сфоткать из-под тишка. Это некрасиво. Я в такие моменты стараюсь либо... Я вижу, если человек хороший, ну, я это чувствую, то я сама уже подхожу и говорю, давайте сфотографируемся. Но если этот человек прям делает с каким-то таким... не знаю, там, для какой-то своей цели, выгоды, возможно, то я просто отворачиваюсь, ухожу, и... Ну, это неправильно, это ненормально, не делайте так, пожалуйста. Я обожаю свои фан-аккаунты, особенно которые появились после шоу Must Go On. То, что я выставляю, это значит, что мне прям, ну, реально очень понравилось. И спасибо вам большое, что вы это делаете. И еще скажу, очень многие почему-то думают, что если они ведут фан-аккаунт, где просто выставляют мои фотографии со сторис, никак не обработанные, там никакой творческой стороны своей люди не проявляют, я это не считаю как за прям полноценный фан-аккаунт, это просто человек взял мои фотографии и залил в другой аккаунт в Инстаграме, и все как бы, без каких-либо объяснений, и непонятно, зачем он это сделал. А сейчас я вижу, что появляются люди, которые, правда, делают какие-то эдиты, делают какие-то видео, какие-то обработки. Это прям, я очень такое люблю. Спасибо вам большое, что вы появляетесь такие люди, и я такое, правда, очень ценю. Что?
В Вороне, да, на меня повесили черный плащ. Меня одели в черный плащ под конец песни. Почему-то решили это прям так не показывать по монтажу. Я не знаю почему, ну правда. Меня никто не посвящает в эти моменты. Поэтому, ну да, там такая драматическая линия очень серьезная. Нет, песню «Волна» я не планирую исполнять, потому что она очень трудная. Очень трудная. То есть я ее даже не смогу взять и вживую один раз спеть, мне кажется. Но она прям на разрыв. Я обожаю смотреть импровизацию. Обожаю этих ребят. Обожаю смотреть, что было дальше. То есть я обычный 18-летний человек, который также все это любит. Я уважаю Димаша как артиста, я отношусь хорошо к его творчеству, он классный, он гениальный, но не просите меня, я не знаю, люди так пишут, ждем дуэт Димаша и Дианы. Во-первых, подумайте, каким образом, во-вторых, как это будет звучать, ну просто представьте, мы абсолютно разные. И мне кажется, мы два таких настолько индивидуальных артиста, что ни к нему нельзя никого подставлять, ни ко мне. Чаще всего это плохо звучит, если ко мне кого-то подставлять. Поэтому, а мы прям такие вот полярные абсолютно личности, но при этом оба очень хорошо делаем свое дело. Вот. Я поддерживаю участников «Ты супер» на своих концертах, очень часто их приглашаю, чтобы они показали себя в других площадках для вас, чтобы вы увидели этих ребят, если еще не видели. То есть я всегда их поддерживаю и потом в дальнейшем, естественно, общаюсь. Так, ну смотрите, я уже с вами сижу час. Тут уже пошли вопросы, на которые я уже отвечала, поэтому была рада с вами увидеться. Стиль одежды я предпочитаю свой, вот, который я ношу, такой предпочитаю. Как это называется, я без понятия, я этим не интересуюсь, вот просто как в душе легло, так я и одеваюсь. Спасибо, что вы были со мной, спасибо, что вы пришли, спасибо, что написали, подождите, я сейчас даже посчитаю. И то это с выбором, уже вот это вот все. Выборочно здесь получилось 159 вопросов, там были какие-то, которые повторялись, я на них не отвечала, но я максимально постаралась ответить на все ваши вопросы, особенно по Show Must Go On. Надеюсь, вопросов больше нет. Если есть, задавайте их в комментариях. Я в Инстаграме очень часто отвечаю на комментарии, поэтому и пишите в директе. Если что-то нужно, куда-то приглашаете, что-то хотите, какое-то видео, всегда поддержу, всегда отвечу. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Здоровья, счастья, цените, знайте себе цену, цените себя, своих близких, любите этот мир, эту жизнь и никогда не опускайте руки. И будьте всегда со мной. Спасибо вам большое. Пока-пока.